Мої вітання постійним та новим глядачам. Ви потрапили у мій садок під Київ. Я Светлана. Хочу показать вам сад в начале августа, в последний месяц лета. Посмотрим, какие розы умудряются еще цвести в межсезонье, что я сделала со своей магнолией, и полюбуемся гортензиями. Они продолжают менять цвет. Я вам показывала, как несчастно выглядел мой газон после того, как выгорел, а потом Света покосила его тупой газонокосилкой. Повырывались прямо куски травы с корнями. Я его подкормила, газон свой, плантафолом 20-20-20 обильно. Пролила и 10 дней не косила. Сейчас он выглядит вот такой уже зелененький, красивый. Скоро первый раз покошу. Некоторые розы у меня продолжают или начинают новое цветение, но их очень немного. И что интересно, это темные розы в основном. Например, роза Munstead Wood, которая растет вдоль дома, 2 куста. Сейчас ей самое время для цветения. Погода стоит у нас прохладная по утрам, около 18-20. И темные розы это очень любят. На солнце горят. У меня в этом году, к сожалению, новинки. Некоторые высажены были на солнечное место и просто пооплавлялись цветы. Я вам их даже не могла отснять. А Munstead Wood свежа и хороша. Темные такие переливы у нее. Кустик небольшой, моему кусту. Вот это 3-й сезон. Их 2 у меня. Munstead Wood, розочки. Ароматные, красивые. Ну, вы ее все знаете. А эта роза, кто ее еще не видел в моем саду, София Луиза. Квартированный цветок. Очень ароматная. Кстати, эта роза завоевала несколько наград. Лист зеленый. Такой не глянцевый, а зеленый. Очень обильно цветет. Выпускает высокие стрелки. Ароматно. Долго стоит в срезке. Вот эта клумба у меня вообще с темными такими розами. Сейчас прямо цветет. А это роза Миранда Ламберт. Сейчас она уже такая растрепанная, не очень красивая. Она очень долго открывает свой огромный цветок до 15 сантиметров. И цветок очень долго стоит в срезке. Я срезала Мириам розы. Дождь был, и я перед дождем срезала. И несколько роз Миранды. Так Миранда стоит до сих пор. А Мириам уже завяла. Ну, а это Артемис. Немножко уже в сумерках я его снимала. Такой округлый кустик, небольшой. Этому кустику у меня 2 года. Он только нарастает. Посажен тут на углу желтого розария. Желтые розы почему-то вообще сейчас цвести не хотят. А Артемис потихоньку свои такие белые помпоновидные немножко небольшие цветочки показывает один за одним. Розочка это нравится. Такая аккуратненькая, ровненькая, ладненькая. Ну и из новинок у меня в этом году лучше всех почему-то цветет роза Гёте. Ну вот тоже выпустила стрелки, видите. Но она цвела прямо все лето. Все лето на ней были цветы. Я вам как и гортензии показывала, и рассказывала про рододендроны. Она постоянно. Листва красивая, темная, очень ароматная. И хотела показать, смотрите, сколько бутонов.
на одном побеге по центру большой, и я насчитала около 20, сбилась потом со счета, сколько там этих бутончиков. Ну, а сейчас хотела показать, что чем я занимаюсь в первые дни, такие прохладные, можно хоть что-то поделать по саду. Привожу в порядок клумбы. Вот тут вот, если мы свернем с круглой дорожки, мы сюда не так часто и заходим. Это рододендрон Silver Lady, красиво цвел весной. И я ставлю тут бордюры вот с одной и с другой стороны. Облагораживаю территорию, мульчирую, рододендроны обрезаю, побеги у спирей. А вот это прошлого летнего черенкования сюда высадила 3 гортензии, нарастают они. Хотела за магнолию, за вот эту вам рассказать. Настолько разрослась она, упала на тропинку, что не пройти, не проехать. Я срезала у нее ветви, хотя сейчас не совсем это лучшее время для обрезки побегов, но мне было тут просто не пройти. Да и дерево много очень тянуло питательных веществ на себя, и пришлось срезать. А вот это я, помните, магнолию показываю, на которую гортензия свалилась, завалила ее, какие огромные листья. Видимо, она почувствовала свободу и решила расти так расти. Ну, вот это наша, моя Альба Суперба, которой я обрезала ветви. Продолжает цвести потихоньку. И вот так она уже выглядит с обрезанными ветвями. А то листья начинались прямо от уровня земли. Несмотря на то, что весной я ей штук 5 побегов удалила, все равно сильно разрослась. Надо, ну вот эти совсем толстые я не буду срезать, я буду убирать на ней мелкие, чтобы дерево форму держало вверх, крону. Ну и если мы пройдем назад по этой дорожке, вот мимо этой Silver Lady, мимо гортензии крупнолистной, работы еще впереди много, стоит трава мульчировать. Хотела показать вам Тедди Бир. Смотрите, какой он. Это кипарисовик. Кипарисовик Тедди Бир. Разросся как такие молодые салатовые приросты. Почему-то идут и идут новые приросты. И он такой, как лохматенький немножко. Очень красивый. Тут ему и солнышко, и тенек, и капельная трубка. Все отлично. Ну, а сейчас мы пойдем и посмотрим, как же гортензии мои меняют цвет. У входа гортензия Фрейс Мельба уже почти рубиновая. Красиво на фоне голубого неба, рядом с кипарисовиками и ивоны. Она постепенно меняет цвет. Те соцветия, которые выше находятся, они быстрее цвет меняют, а у кустовой формы еще такие белые блики присутствуют в соцветиях. Гортензия Limelight не будет розовой, а будет вот такой пастельной, немножко кремово, оттенок такой кремово-молочный. Дальше идут тоже Vanilla Фрейс, Пинки Винки уже поменяла, такая она и будет до мороза в таком цвете. А гортензия Vanilla Фрейс, вот эти кусты я связала, потому что после сильнейшего дождя она на всю дорожку просто развалилась, и все. Если мы свернем сюда к моим пирамидалисам, к этой аллее, тут большие соцветия молодых кустиков Полярный медведь и Vanilla Фрейс. А вот видите, один между ними, вот этот именно, это Фрейс Мельба попал случайно. Но я его уже, не знаю, буду пересаживать, нет, потому что тут у меня как бы
получится нечетная посадка. Надо мне сюда или медведя одного пересадить, или ванилу. Посмотрю осенью, как и что буду делать. А вот это гортензии, которые прямо открытие года для меня. Diamond Rouge. Посмотрите, как она поменяла цвет уже на более темный, рубиновые оттенки. Очень понравилась эта гортензия. Вот видите, место неправильное у нее было выбрано, и она вообще, я ее хотела из сада подальше убрать. А вот это маленькие кустики, знаете, какой гортензии? Skyfall. Именно той, которая растет возле лавочки. Я обрезала кустики, и вот это тоже от нее. И еще там, как к теплице идти. Вот от этого кустика мы удалили вместе с вами в прямом эфире. Несколько кустиков посадили. Вот такие они небольшие, аккуратные и цветущие уже. Это гортензия Skyfall. Меняет цвет быстро. В этом году вообще все очень быстро происходит. Вот этот кустик возле молодой туи пирамидалис ауреа. Зелененькая, пышненькая, а была такая, честно говоря, лысенькая, это туя пирамидалис. А это Sunday Phrase. Маленькая гортензия, высажена вот в этой зоне возле Хупси, возле Диорен Кауза Сатоми. Это вид с другой стороны на гортензии. Сегодня в планах себе наметила вот этот можжевельник. Буду топиарную форму из него продолжать делать. Ограничить надо рост, поубирать побеги. А вот это опять пирамидалис пышненькая. Ну и еще раз покажу вот эту аллейку, где растут большие туи, смарагды, пирамидалисы. Связаны гортензии, потому что видите, какие огромные просто соцветия. И они от дождя поникли. Хотя вот там на арматурине, на композитной стоят. Гортензии сейчас прямо самые красивые, наверное, в саду. Ванила Фрейс. Розово-клубничная такая. Полярный мишка. Скоро сделаю вам обзор барбарисов, когда они начнут уже цвет менять. Надо сказать, что на некоторых розах светлых уже веснушки, перемена температуры начинается. И веснушки. Вот такой мой сад в начале августа. До новых встреч!